Когда последние советские кусачки сломались, пришлось покупать новые. Выбрал поприличнее. Джон Свей P0917. Оказалось, эти кусачки очень хороший инструмент. Материал хром-ванадиум. Металл отлично термообработан. Кусал проволоку, кусал гвозди. Много раз кусал самореза 3,5 и никаких следов. Механизм мощный. По сравнению с Made in USSR, ось большая. Обработки от коррозии никакой. При работе на объекте прихватило ржавчины снаружи и внутри. Это удивительно, потому что как электрику мне никогда не приходится работать во влажной среде. Внутри корродировало сильно, и для восстановления функционирования пришлось смазывать шарнирный механизм. Кусачки капали ржавчины вот отсюда. И теперь холостой уход происходит сам собой. Бывало, что не хватало усилия перекусить толстую проволоку, и тогда я кусал обеими руками. Но колотить по ручкам не приходилось. Сами кусачки большие, 180 мм из-за того, что ручки длинные. В момент смыкания рукоятки далеко друг от друга. Привычка к советскому инструменту с синяками на ладонях первое время сказывалась. Было непривычно, что при взятии обычным хватом ладошку рукоятками не прикусывала. Резина на рукоятках хорошая, не сползает и не стирается совсем. Прошло время, и я стал их использовать в качестве кусачек электрика. Вот тут электрический ток напал на кусачки и сделал несколько каверн. Удивительно, как сильно попортил хороший металл коротыш на проводе каких-то 0,75 мм. Пока еще достаточно места для того, чтобы кусать твердые предметы, но еще пару ошибок придется кусачки менять. Как кончатся, куплю такие же. Смотрел в интернете кусачки с усиливающим механизмом, но для моих задач столько дури-то не надо. Тем более, что все это счастье дороже. Буду плакать из-за цены Джон Свей 0917 и все равно покупать, потому что надежно. Кусачки электрика буду покупать отдельные. По сравнению с этим они должны отвечать ряду требований. Во-первых, они должны быть недорогими, потому что их быстро теряешь или портишь. На текущих кусачках две каверны из-за коротких замыканий. Вот это от кабеля 2 на 0,75. Во-вторых, не хватает больших упоров для рук. На этих кусачках есть упоры, но для предохранения рук от поражения электрическим током надо защиту большего размера. В-третьих, голое железо должно быть минимальным. Никогда не знаешь, где в пучке проводов тебя ждет опасный потенциал. В Джон Свей 0917 слишком много этого неприкрытого железа, и это опасно. В-четвертых, длина губок должна быть достаточно для прикусывания изоленты и термоусадки. Термоусадка, у которой край под 90 градусов, после усадки выглядит намного опрятней. В-пятых, двухкомпонентная рукоятка меньше скользит. У меня руки не потеют, но регулярно приходится работать в душных и жарких местах. Мало ли что. На Джон Свей отличные рукоятки, и надо покупать не хуже. Искал другие недорогие, дешевые кусачки для электротехнических работ. Выяснилось, что все дешевое сомнительного качества. Да ты чё? Смотрел ДК, ДКП-03 и КВТ-77-42-7. Очень плохие отзывы. И эта ценовая категория не для постоянной работы. Будем искать в 1,5 раза дешевле, чем Джон Свей P0917. Краткие выводы. Кусачки подходят для нагруженных работ. То есть не только рабицу перекусывать. Сохраняют свои свойства и после укорачивания саморезов перекусят профиль для гипрока на раз. В пределах возможностей достаточно далеко, и я до него не доходил. При работе руки на рукоятках хорошо защищены от травм. Видимо, поэтому двухкомпонентные рукоятки находятся подальше от шарнира. По виду рукоятки расходятся слишком далеко, и неудобно их брать одной рукой, но при работе этого не ощущаешь. В общем, годный инструмент.